Итак, я рад приветствовать вас, дамы и господа. Начался новая неделя, соответственно, началась яма. Берем пирата. Пират у меня получился вот такой. Догнал я его до 61 уровня. Чуть-чуть изменился скин, добавили на палетки, пистолетик поменялся. Мелочь вроде, а приятно, черт побери. Ну так вот, так, поставить открываться. Сейчас будем потихонечку начинать фармить легендарные сундучки к событию. Надо же заняться, но я ленивая жопа и мне лень. Так, ну у нас, соответственно, яма открывается. Я надеюсь, башню все прошли, всем упали желанные герои. Вот магазин такой просто пустой для меня вот за эти сутки. Ну вообще ничего нет. Взял бы за 300, но хочу все-таки на охоту сейчас немножко подкопить, провести охоту. И потом уже погнать. Итак, у нас Некрорыцарь будет. И Энора, богиня чистоты. Ну а в следующие дни это Магма Опий, стандартная яма, Торн Мудрейший, Гер Кошмар, Хиус Суровый, Нуар Небесный Коготь, Бедовая Джейн, Леди Мунлайт и Темпус Фуджет. То бишь башенки у нас будут в конце. Призывает башни. Так, ну а мы между тем начинаем. И первый босс у нас Мертвый Лорд. Или как здесь его обзывают, Некроцарь. Ну все, я взял пирата, поехали. 1365 карточек нас ожидает за победу над ним. И 750, соответственно, здоровья у него. Ну, начинаем вот так вот. И сейчас потихонечку будем изничтожать негодяя. Неприятно он этого, конечно, скелетика ставит. Так, пока. Давайте пока вот так вот сыграем. Угу. Так, что у нас здесь есть еще хорошего? Нам бы какую-нибудь лучника ненужного. Ну, на худой конец и такое сойдет. Урон потихонечку тикает. Вот, давай как раз сливай. И мы призовем двух акулок. И пока больше ничего призывать не будем. А по способностям у него при смерти зомби наносит 5 варлорду. Каждый третий ход призывает двух зомбарей 4-4. И каждый седьмой превращает врагов ближнего боя в зомби 2-2. Ну вот как-то так. Так, давайте вот так вот. Потихонечку будем от белых карт уже все-таки стараться избавиться. Так, превратит. А, нет, сейчас еще призывает на следующий ход получается. Да, превратит врагов. То есть ближников нам ставить смысла не имеет. Поэтому дадим просто им атаку и пропустим ход. Вот он превращает их в 2-2. Так, ну. Здесь чуть-чуть осталось уже до победы. Сейчас немножечко закончим и все. Перейдем к следующему боссу. Первые боссы, 4 штуки, это просто вообще проходные боссы. То есть не особо-то они интересны как таковое. Ну, есть и есть. Все, убили негодяя. Некроцарь повержен. Нам дают 3 сундучка. Поскольку там 475 или 485 карточек будет. А, по 455. Ну, неплохо. Дали нам клинка. Призывает лучницу. Имеет небольшой блок. Кого еще дадут? Ну, культиста дали. Можно его попросить, в принципе. Культиста, он уже 600 тысяч, на 16 тысяч накопилось. По-хорошему догнать бы его. 16. Он так будет выглядеть. Кустик. 38. На 21 будет 47-48. И кого еще нам дают? Ну, вот это неплохо. И снежную деву нам дали. Духовная связь тут еще есть. Окей. Энора, богиня чистоты. Сработало исцеление, наносит 4 врагу случайному. Каждый третий ход призывает 2 палаточки первой помощи.
И каждый 7-й наносится ракет вражескому варлорду за каждую палатку первой помощи. То есть будем стараться сносить палатки. И от этого уже отталкиваться. Так, что у нас тут? Тут можно так начать. Построек у нее нету. Ага, тоже призвала. Ну, давайте пока, наверное, даже вот так вот сыграем. Урон от нее идет небольшой. Теперь можно и вот так вот выпустить. И лучницу, например, вот здесь поставить, чтобы все большинство клеточек, скажем так, нам занять своими героями. Это умирает, палатку ставим, 2 штуки, 3 штуки. Ну, палатки мы сейчас снесем. Палатки мы снесем. Все, от палаточек избавились. Так, и вот здесь я даже не знаю, стоит ли вообще кого-то ставить. Наверное, нет. Давайте пропустим ход пока. Пока что пропустим ход. Угу, убил. Так. Даже не знаю, выставляться здесь, не выставляться. Особого смысла просто не вижу. Ну, давайте этот ряд прочистим тоже. Там она пускай стоит, эта лучница. Это нам ничем не помешает. Вот 2 палатки он ставит. Палатки мы сносим. В принципе, можно просто ход пропустить. 3 ряда за нами, 1 ряд за ним, но этот ряд для нас особой роли не играет. Здесь мы пока справляемся. То есть просто пропускаем опять же ход. Ну и все, тут осталось на 1 ход врагов. И все. Пропускаем ход и побеждаем. Ну, как я и говорил, первые 2 босса это ничего сложного. Халявное получение синих карточек. Что нам дают? 695 снайпера дают. Будущая Айфи метка, я так понимаю. Да, и будущая Афина. Неплохо. Угу, это будущий мистер Дьявол. Торговец душами. И да, мистер Дьявол. Ну, мистер Дьявол у нас пока, в принципе, неплохо прокачан. И третий. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Эволюция в Цезаре. То есть мне вот не хватает до 16 уровня чуть-чуть. Чтобы он бил по 33-39. Ну и по-хорошему, конечно, нужно его пробуждать. Нужно на 16 его пробуждать и опять гнать. Ну вот это его основная функция будет. Потом просто здоровье нарастить. То есть 36-40, соответственно, потом там будет около 50. И можно уже вот догнать его хотя бы до 11 уровня. И это будет уже очень сильный Цезарь. Очень сильно. Если еще и в купе с Дроганом, то там вообще получается друг друга они будут перекрывать слегка, потому что Дроган будет наносить за наше убийство, Цезарь за убийство. То есть поэтому такое. Забрали мы 16 карточек. Хорошо. Выполнили задание. Прекрасно. Осталось мне чуть-чуть добить боевого пропуска, в принципе. То есть осталось самое вкусное. Остались эпические карточки. Забрать 745 и 370. И легендарные 530 и 265. Вот 530 меня очень интересует. Если упадет какой-то новый действительно герой, то это будет, конечно, просто супер. Если на того, кого мне надо. Например, та же самая, если Масура упадет, либо Грейс это упадет, то это будет, конечно, топово. Но, как обычно, мне наверняка дропнется жаба оттуда. Это стандартно. Также вот собрал я эту сборочку. Ну, как собрал? Я просто нажал на максимальную свою мощь на данный момент. Мне выскочило 16 тысяч. Ну, я тут немножечко видоизменил. Вот сейчас так получилось. Ну и давайте немножечко поиграем. Добьем сундучки как раз там. Кроме одного. Попробуем. Так.
Угу. Так. Как здесь лучше? Ну, давайте вот так вот пока поставим. Сейчас включим лечилку. Вот так вот. Взаимоуничтожение полное. Так, а мне здесь, по-моему, не хватит. Да, по-моему, не хватает мне здесь. Сейчас на нее двойной яд и ляжет еще. Неплохо. Если что, на нее немоту всегда можем кинуть. Вот так вот. Ну, тогда, как говорится, сам Бог велел. Немоту кинем. И поставим двойные атаки. Ну и 103 хп у него остается. Мы его сейчас можем спокойно добрать Мэри. Не хватает Мэри чуть. Но все равно убиваем его как бы. Это не принципиально. Нет, убиваем его Мэри все-таки. Цветочки же у нас мужчины. Так, здесь победили. И еще одну победку сделаем. Ну, сейчас посмотрим, конечно, но будем пытаться. Понятно. Ну вот для таких ситуаций, в том числе, я и таскаю Ореоха. И вот тогда я могу его отдать в начале матча. Ну, конечно, если сейчас не пойдет какой-нибудь и острый сходу. Так, здесь вот так все это выглядит. Ну вот, опять же, Ангелия вот в таких пачках, ну, честно говоря, довольно сомнительно. Честно говоря, сомнительно. Так, ну здесь что мы можем? Давайте пока вот так вот походим. Пока живем. Сейчас мы уже кидаем немоту, хотя и жалко прямо сейчас ее, если честно, отдавать. Ну, от слова очень. Ну, давайте отдадим немоту, посмотрим, на кого ляжет. Двойная атака. Ага, понятно. Отлично. Сейчас он кидает также немоту, это закономерно. И этот ряд он прочищает. Притом прочищает очень хорошо. Блин, здесь чую, все помрут. Здесь, пожалуй, может быть, даже лучше вот так будет сыграть. Ну, хотя бы выжили. Хотя бы выжили. Блин, здесь там не надо ставить. И получается совсем это прискорбно. Да, здесь нам, конечно, уже тяжко будет победить. Очень тяжко. Блин, второй раз тут же она выходит. Тут же! Почему лечение не сработало? Вообще сначала должен... Она урон нанесла, поэтому должно было от камня лечение пройти. Тоже как-то вот своеобразно, если честно. Так, Рокки. Я надеюсь, не Бальбоа. Так, давайте вот так вот начнем тогда. Ним проклятие. Сейчас вот так у меня Гремори выглядит. Ну, здесь у нас других вариантов вообще не предвидится. И надеяться, что попадет сюда. Да, ну хотя бы так. Хотя бы так. Даем лечение. По 108 тикает у нас сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. И все, и хана. Очень удачно встала, и мы спокойно слились. Если бы камень сюда встал, все бы было по-другому. Ну, тут не завезло, просто не завезло немножко. Печально. Тресбин. Что у Тресбина? Ну, у Тресбина чистый порядок. Ну, все понятно. Все понятно с тобой, Тресбин.
Сейчас она нам атаку еще скинет, а нам ее вернуть-то нечем будет. А, мы промахнули. Понятно. Понятно. У него же есть Эостро? Нет, а есть Эостро, да. Ну, это ожидаемо. Я даже не сомневался, что сейчас первым делом выйдет Эостро сразу же. Да. И мне не кинуть немоту. Ну и как это после этого назвать? Мне только на следующий ход теперь получится кинуть немоту. А если до следующего хода я могу просто элементарно не дожить. Ну я и не доживаю, конечно. Ну это трэш. Я не понимаю, как это может работать, блин. Ну, почему нельзя нажать кнопку немоты? Что за бред вот у них, если вот быстро особенно клацаешь, то получается кнопка не срабатывает. Ну что за дичь? На рамики давайте уже как-то немножечко, блин, там раздуплитесь все-таки. Блин, она еще и мои кусты забрала. Она еще и забрала мои кусты. Даже не знаю, как тут лучше. Ну, лечение включим мы, это понятно. Давайте так. Нормально, в принципе. Сейчас эти должны сами умереть. Да. Ну, здесь мы и так можем сыграть. Победили. О, эпический пришел сундучок. Значит, и легендарный где-то недалеко. Давайте постараемся все-таки в 9-й лиге легендарный себе добыть. Луги. Или... Ну, хотя как тут еще-то, только луги, если. Так, вот чем на самом деле не самая простая эта сборка, тем, что получается, что нету, ну, фактически нет противодействия. Вот, например, той же самой Шамуни. Ну, единственное, что я могу, блин, что я могу кинуть, это немоту. Единственное, что я могу кинуть, это немоту. Давайте так попробуем. 141 наносит. Ну, сейчас мы немоту, конечно, кинем, но теряем мы нормально. Ну, блин. Ставить его в покое просто. Где и остро моя замечательная. Ё-моё. Вот это да. Вот это выдает он по красоте. А и остров все так же нету. И острова нету. Можно, конечно, вот так вот сыграть. Ну и что здесь? 150, у него уже есть 154. Ему надо-то. Ну, хорошо, еще никого не убило, но это ничего не меняет. Сколько у него там прокачки? 113 он дает. 113, блин. Да вы, ребят, с ума сошли вообще, блин. Нет, извините, но против таких как-то я не зароляю. Слишком жестко. Ну, у него стоит под то, что Грейс от мертвячков будет бафать себе, стакать атаку, и, соответственно, этим и будет долбить. Вот вся, собственно говоря, тактика.
Вот и вся тактика. Ладно, прорвемся. Сейчас будем добивать, соответственно, этим. Пытаться. Ну да, добиваем. Хотя, может, стоило и башню, конечно, добить. Да нет, не стоило. Нормально мы сейчас сыграли, все правильно. Ну вот и башня как раз померла. Замечательно. Ну и побеждаем. Хотя по силе он нам ничуть не уступал, если так брать. Ладно, попробуем еще раз штурмануть 9-ю. Хочу все-таки легендарный сундук оттуда как бы. Так, сразу же пришел мертвый лорд. Притом такой нормально прокачанный, скажем так. Ну, пока что так сделаем. Ага. А и остро моей вот не наблюдается. У него что-то тогда и остро прям вообще аккуратненько пришла. Не, накаркал. Накаркал, и моя пришла и остро. Да, следующим ходом пойдет Орех. Ой-ё. Здесь только немота. И Ореха, по идее, вообще, ну, придется сюда ставить, конечно. Но это грустно. Потому что у нас ряд свободный, а учитывая его героев, сейчас по-любому кто-то выйдет из таких нормальных. Ну да, ну, 119 на 106. Да вы чокнулись, ребят. Вот он с 17,5 тысячами. Ладно. Сдаваться не будем. И, наконец-то, покончим с этим. $660 было, 448 стало. 212 мы нанесли с него. Получается. Давайте вот так вот сделаем. Ага. Я отдам тогда. Проще так будет. Ну и нормально. Был Орех, нет Орех. Это само помрет. Жалко, конечно, что он не кинет на них замечательные кровотечения, но не судьба. Угу. Еще и Шамун ставит. Блин, ну еще и камень сюда же. Да твою ж мать. Ну, придется Орехом прикрываться, которого сейчас, я так понимаю, сольют. Сколько у него там? 59 взрыв, да, убивает он Ореха. Как бы это ни было печально. Так, а нам вот здесь что лучше сделать? Ну, наверное, вот так даже сыграть. Здесь мы убиваем. Здесь мы тоже убиваем. В принципе, должны вытаскивать эту игру. Хотя тоже пачка не самая слабая. Да, он... Ну, что здесь еще сделаешь? Ну, вот так вот, да, добили. Добили. Немножко победок сделали. Не буду рисковать, потому что все-таки знаю закон подлости. Сейчас только нажмешь, выиграешь, и тут же легендарный сундук упадет, который придется за изумруды открывать. Не, пока такого счастья не надо. Ну, вот такой вот выпуск получился. В основном, все-таки я хотел показать яму. Яма, как вы видели, несложная. Первые, во всяком случае, два босса. Я не думаю, что они у кого-то вызовут большие проблемы. Очень медленно на 7-й ход.
И то же самое здесь на 7-й ход. Ну, превращает и превращает. Ну, зомбички, зомбички. Стрелков в основном поставьте, там кого надо, прикройте их немножко и все. Ну, а на этом будем сегодня заканчивать. Следующее видео будет про изумруды. Ну и завтра, возможно, постримим. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока. Пока.